Итак, итак, вот такая вот экстренная новость из Стамбула, самого крупного города в Турции. По данным администрации губернатора этого города, число погибших из-за урагана возросло до 4 человек, и 19 человек получили ранения. Мы с вами видим на экране кадры, которые нам были предоставлены, насколько я понимаю, нашими зрителями. Во многих провинциях Турции ураган срывает крыши домов и рушит конструкции. В Стамбуле рухнула башня с часами. Вот вы видите, это совершенно жуткое зрелище. Момент падения, который был заснят очевидцами. В результате данного инцидента никто не пострадал. Сейчас власти из-за ураганного ветра приостановили движение судов и катеров по проливу Босфор. Также 6 самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле. Тем временем Главное управление метеорологии страны выпустило так называемое оранжевое предупреждение для 17 провинций, где ожидается сильный ветер. Мы беседуем с Екатериной Лавренкиной, жительницей Стамбула. Надеюсь, что она с нами сейчас на связи. Очень бы хотелось узнать глазами очевидца, что происходит в городе, как этот ветер повлиял Добрый на день, жизнь. Добрый, и Екатерина. Как говорят у как нас меня там, слышно? вас слышно великолепно, как у нас говорят в Стамбуле, geçmiş olsun. Я надеюсь, что эта проблема будет решена очень быстро. Скажите, что происходит сейчас? Опасно ли выходить на улицу? То есть я молодой человек, не очень такой легкий, но увидев, что творится с крышами, с вот этими летающими башнями, я бы побоялся выйти на улицу, не привязавшись к чему-то очень тяжелому, желательно танку. Что происходит на улицах Стамбула сейчас? Ну, знаете, немножко сейчас ветер утих, то есть первая волна, она была самая такая сильная, как бы у нас очень много было разбито окон, и как бы было предупреждение. Но сейчас более-менее спокойная ситуация, хотя последствия, наверное, мы узнаем только завтра, когда появится больше новостей. Но вот в окружении, то есть мы видим, что у нас разбиты окна, полностью снесен летний ресторан в отеле, рядом крыша слетела с жилого здания, то есть такая ситуация достаточно неспокойная. Многие люди, даже будучи в машине, не чувствуют себя в безопасности, потому что разбивают стекла, то есть постоянно ездят скорые, и много раненых, госпитализировано людей именно вот. Ну, понятно. Вы знаете, меня больше всего волнует вот какой вопрос, да, вот когда в Соединенных Штатах такого рода ураганные ветра, у нас очень часто теряется электроэнергия, потому что, в отличие от многих других стран, наши ЛЭП, линии электропередач, все еще проходят по воздуху, да, то есть они не зарыты в землю. В Стамбуле были отключения электроэнергии, там какие-то проблемы с водоснабжением, с газом, застревали люди в лифтах и так далее. Да, были отключения электроэнергии, то есть в отеле у нас включали генераторы, потому что отключений, наверное, может быть, не было около часа, то есть постоянно летало. Я разговариваю с местными жителями, они говорят, что они такого, ну, вообще не видели, то есть за сколько лет. Обычно, когда начинается вот этот сильный ветер, лодос, направление течения в Босфоре меняет свое направление. Но вот я сейчас получаю новости, что люди говорят еще, когда не начался ветер, не начался дождь, уже море вышло в Измире аж. То есть такой сильный поток, что моря уже выходят из своих берегов. М. Ну да, для страны, которая с трех сторон окружена водами, к сожалению, вот эта вот ситуация с ветром на морях, вот это Лодос и Пойраз, это два самых тяжелых, наверное, ветра. Даже в Турции ветра называют, да, то есть им дают какие-то названия. Меня интересует вот что. Мы сообщили о том, что 6 самолетов Turkish Airlines не смогло приземлиться в аэропорту, да? Насколько вы можете судить? Вот любой отельный бизнес, он зависит от умения, в общем-то, летчиков сажать самолеты, да, чтобы привозить и увозить гостей. Наблюдается ли, что люди отменяют брони? Наблюдается ли, что люди, которые собирались уезжать, они пытаются, наоборот, продлить свое пребывание? Есть ли вот такого рода проблемы у людей?
У нас как раз вот друг улетел сегодня утром, мы очень переживали, что, может быть, он в Мгм. аэропорту застрял или там, не дай бог, какая-то внештатная ситуация, но вот это удивительно, то есть, да, у нас закрыто движение на дорогах, у нас перекрыто море, у нас закрыто паромное сообщение на Босфоре, но Мгм. вот наш друг улетел, приземлился в Бодруме и как бы вообще даже не знает, что такая ситуация произошла в Стамбуле. Причем он летел, он где-то в час дня, все у нас уже закрыто, то есть как раз так произошло. Поэтому пару самолетов отменили, но в целом, то есть аэропорт работает очень слаженно, вся система, нет никаких перебоев. То есть в воздухе более стабильная ситуация, чем на суше и на море. Я врагу не пожелаю летать во время таких ветров, потому что болтанка это просто, мама, не горюй. Огромное вам спасибо за то, что вы с Мгм. нами включились. Желаем всем вам, стамбульцам, ну, чтобы эта проблема, в общем-то, ушла никуда, откуда она и появилась. Гигантское Ждем спасибо. вас в Дамы и гости. Дай бог, иншаллах. Дамы и господа, через некоторое время мы продолжаем наш эфир.